Шокирующая новость. Внутреннее заявление HYBE просочилось в публичное пространство, но быстро стало одной из самых горячих тем последних нескольких дней. На фоне потока новостей о сольной деятельности участников BTS, HYBE косвенно заявила, что Тэхён Ви обладает наибольшим влиянием в мобилизации ARMY и мировых СМИ, что немедленно вызвало волну обсуждений в социальных сетях. Многие были удивлены, многие кивали, как будто знали об этом давно, а третьи чувствовали, что заявление лишь подтвердило то, что никогда не было сказано публично. Недавно обнародованное признание Тэхёна, участника BTS, который всегда был известен своей немногословностью, но полнотой смысла в каждом высказывании, потрясло мир мировых фанатов. В эксклюзивном интервью, проведенном в кулуарах его последнего международного тура, Тэхён раскрыл историю, которая была закулисным шепотом, его отношения с Чингуком и то, как участие другой корейской знаменитости, Ину, вызвало эмоции, которые он никогда раньше не выражал. Это заявление не просто сплетня. Оно представляет собой психологический, эмоциональный, даже социальный пласт, который редко затрагивается в мире поп-развлечений, из-за чего ARMY по всему миру, кажется, остановились, затаили дыхание и поставили под сомнение реальность, которую они знали. Что именно делает это признание столь удивительным? Как Тэхён подбирает слова, чтобы оставаться честным, не теряя при этом осмотрительности знаменитости, осведомленной о неустанном общественном внимании? Эти вопросы не только разжигают любопытство, но и ведут нас в драматическое путешествие, полное сюрпризов, где факты, эмоции и преданность фанатов пересекаются в почти непреодолимом танце интриги. С самого дебюта BTS отношения между Тэхёном и Чингуком всегда были предметом внимания фанатов. Их химия на сцене, теплое взаимодействие в социальных сетях и откровенные моменты, запечатленные на камеру, казалось, изображали безупречную дружбу. Однако за камерой и сценой Тэхён признается в эмоциональном смятении, которое редко проявлялось. Иногда вещи, которые выглядят простыми снаружи, сильно отличаются от того, что мы чувствуем внутри, сказал он, задержав дыхание, его глаза затуманились. Это признание удивило многих фанатов, потому что до этого времени Тэхён был известен как фигура, которая всегда была спокойна и улыбалась даже в самых сложных ситуациях. Интересно, что признание Тэхёна затрагивает не только внутреннюю динамику между ним и Чингуком, но и представляет фигуру Ину как элемент, который добавляет сложности ситуации. Не упоминая сплетен, Тэхён объясняет, что присутствие Ину в их кругу друзей вызывает чувства, которые ему было трудно выразить ранее. Бывают моменты, когда кто-то присутствует в нашей жизни, и, сами того не осознавая, они влияют на то, как мы видим другого человека, которого любим. «Вот что произошло», — сказал Тэхён дрожащим голосом, указывая на то, как тяжело было бремя, которое он держал при себе. Реакция ARMY на это признание также была очень эмоциональной. Социальные сети наполнились хэштегами и комментариями, выражающими удивление, поддержку и беспокойство. Многие были поражены, потому что думали, что знают все об отношениях между участниками BTS, тогда как на самом деле за сценой и их улыбками скрывались эмоциональные пласты. Один фанат написал: «Я всегда думал, что знаю Тэгуков, но оказывается, есть вещи, которые даже ARMY не могут полностью понять». И этот комментарий быстро стал вирусным, вызвав более глубокое обсуждение в мировом фанатском сообществе. Что отличает признание Тэхёна от предыдущих интервью? Во-первых, уровень эмоциональной честности. Тэхён говорит не просто о поверхностных фактах или сценических моментах. Он погружается в свои самые глубокие чувства, страхи и неуверенность, которые испытывает каждый человек, даже в роли топ-знаменитости. Во-вторых, то, как он выражает отношения между Чингуком и Ину, не является осуждающим, но дает понимание того, как межличностные отношения могут влиять на эмоциональную динамику в очень близком кругу друзей. В-третьих, это признание прозвучало в самое неожиданное время. В разгар международного тура, когда все заняты плотным графиком и мировым вниманием, Тэхён решает полностью открыться.
Многие обозреватели поп-культуры и социальные психологи обратили внимание на этот феномен. По словам доктора Хан Джуна, эксперта по психологии знаменитостей в Сеуле, признание Тэхёна высветило реальность, которую фанаты часто упускают. Поп-айдолы — это не просто образы, которые мы видим на сцене. Они также люди со сложными эмоциями. Когда Тэхён говорит о чувствах, связанных с лучшими друзьями и третьим лицом, он на самом деле преподает важный урок об эмоциональных границах, общении и эмпатии в напряженных отношениях, которые редко видны публично. Помимо психологического аспекта, это признание также имеет значительное влияние на корейскую медиа и индустрию развлечений. Различные международные новостные порталы и видеоблоги немедленно осветили это интервью с драматическими заголовками, такими как «Тэхён раскрывает секрет», «Потрясший ARMY» и «Тегуки под угрозой. Это Тэхён». Заголовки, хотя и сенсационные, отражают шоковый эффект, ощущаемый миллионами фанатов по всему миру. С другой стороны, реакция самого Чингука была весьма красноречивой. Хотя никакого официального заявления не было, несколько надежных источников сообщили, что Чингук выглядел очень эмоционально, когда читал признание Тэхёна. Некоторые фанаты, присутствовавшие на месте интервью, сообщили, что Чингук сдерживал слезы, обнимал себя и иногда смотрел на Тэхёна взглядом, который было трудно расшифровать. Этот момент добавляет драматический слой к признанию, поскольку показывает, что эти открытые чувства действительно влияют на отношения между участниками BTS в реальном смысле. Вопрос, который теперь возникает в умах многих фанатов: изменит ли это признание то, как мы видим Тегуков или даже динамику BTS в целом? Является ли эта открытая эмоциональная честность началом более глубокого понимания между участниками? Или она создает новые проблемы в поддержании профессионализма и групповой гармонии? Хотя окончательный ответ еще предстоит увидеть, одно ясно. Мир ARMY вступает в новую главу, где честность, эмоции и преданность проверяются одновременно. Это признание также привело к более широким дебатам о пределах конфиденциальности знаменитостей. Многие фанаты понимают, что, хотя они любят BTS и хотят знать все об их личной жизни, есть вещи, которые все же следует уважать. «Я хочу понять их чувства, но я также должен уважать их личное пространство», написал один фанат на международном форуме. Между тем, некоторые обозреватели подчеркнули, что интервью Тэхёна может послужить положительным примером для других айдолов, чтобы открываться здоровым образом, не опасаясь быть названными спорными. В глобальной медиаперспективе этот феномен также показывает, как поп эволюционировал от простого развлечения до сложной арены социальной психологии. Взаимодействие между айдолами, коллегами и фанатами больше не может рассматриваться просто как визуальное или музыкальное потребление. Существуют эмоциональные, символические и психологические пласты, требующие более глубокого понимания. Интервью Тэхёна с его эмоциональной честностью стало поворотным моментом в том, как публика воспринимает отношения между участниками группы, одновременно преподавая уроки важности эмпатии, общения и искренности. Однако это не означает, что этот путь прошел без споров. Некоторые сенсационные СМИ попытались чрезмерно истолковать признание Тэхёна, указывая на конфликты, которые могут угрожать дружбе Тегуков или даже стабильности BTS. На самом деле, признание Тэхёна подчеркивает личное размышление и эмоциональное общение, а не внешний конфликт. Именно здесь проявляется гениальность этого интервью. Оно разжигает любопытство и дискуссию, не создавая драмы, которой на самом деле не существует. В центре всего внимания остаются ARMY. Их реакция не только эмоциональна, но и рефлексивна. Многие писали длинные посты в социальных сетях, обсуждая, как это признание напомнило им, что айдолы – обычные люди с настоящими чувствами. Некоторые плакали. Некоторые почувствовали облегчение, наконец узнав еще один пласт отношений Тегуков. А некоторые гордились тем, что Тэхён осмелился открыться. Этот момент, хотя и драматичный,
укрепил сообщество ARMY в форме солидарности, эмпатии и искренней любви к BTS. Наконец, признание Тэхёна — это не просто шокирующий заголовок или медиакликбейт. Это напоминание о том, что за славой, вниманием и грандиозной сценой стоят люди со сложными чувствами, которые заслуживают уважения. Как сам Тэхён завершил интервью простыми, но значимыми словами: «Мы можем выглядеть сильными и всегда улыбаться, но мы тоже люди. Есть вещи, которые трудно выразить, и это нормально». Эта фраза не только тронула сердце ARMY, но и открыла дверь для более широкого разговора об эмоциях, честности и отношениях между людьми в мировом мире развлечений. По мере того, как мир ARMY приспосабливается к эмоциональному признанию Тэхёна, возникает более важный вопрос: как давление жизни айдола влияет на их межличностные отношения? BTS — это не просто музыкальная группа. Это мировой феномен с плотным графиком, интенсивным вниманием СМИ и почти безграничными ожиданиями фанатов. В этом контексте признание Тэхёна дает представление о том, как каждое взаимодействие, каким бы незначительным оно ни было, может иметь значительное психологическое воздействие. Напряжение между необходимостью выглядеть безупречно и желанием быть эмоционально честным становится центральным в их повседневном опыте.